Мне всегда вообще было интересно, что людей побуждает написать незнакомому человеку на страничке. Это даже не то, чтобы негативный отзыв, а просто какую-то чушь. А-ля «сдохни, тебе не место на этой планете». Я каждый раз представляю, что вообще у этого человека творится в жизни. Я окончательно поняла то, что я такая, не надо этого скрывать буквально год назад, когда я перестала выпрямлять волосы. Мне говорили то, что у меня там волосы похожи на лобок, у меня были клички Мочалка, и довольно-таки трудно было на фоне этого всего полюбить себя и как-то принять. Я всегда считала, что они действительно правы, и я не такая, как все, и это значит, что я недостойна какой-то нормальной жизни, и плюс я еще не могла ходить в открытой одежде. Иногда выходила в футболках, когда уже была постарше, специально ходила всегда в закрытой одежде, чтобы не провоцировать на оскорбление. Инстаграм — это способ рассказать о себе, о том, какая ты есть на самом деле. У меня есть какой-то список комплексов, которые у меня есть. На первом месте, что я тупая, на втором месте, что я жирная, и как раз на третьем месте, что люди воспринимают меня только из-за внешности. Когда я больше стала разбираться в себе, когда я больше стала узнавать о расизме, в принципе, то есть о том, как он проявляется, о каких-то бытовых проявлениях расизма, и тогда мне стало легче понять, почему это так происходит, и каким-то вещам я нашла вполне логичное объяснение. Писали часто, что восхищаются мной, потому что все люди с ожогами, они как-то скрывают это, потому что это тяжело. На самом деле, да, это тяжело, когда ты отличаешься, и даже если тебя никто не будет унижать, то ты сам будешь страдать от комплекса. Я не другая, мы все разные, и не надо на этом как-то акцентировать внимание, я считаю. То есть это лучший способ решения многих проблем.